раз, ну, типа лесники тут. Филателист что-то жаловался, когда последний раз здесь ездил, говорит, я, говорит, еду и охреневаю. Кого, говорит, тут только нет. И красные, и зеленые, и синие, и фиолетовые, и транспортники, и гаишники, и лесники, и налоговики, и пожарники. Все. Что-то тут обидели его немножко. Здесь же, по-моему, да. Ну, ни разу не видел. Он говорит, тут, говорит, столько их было, говорит, что тараканов в бане. И всех подряд, говорит, и меня тоже. Бедолага. Что-то они вот тут обидели немного. Нет, сегодня тут никого нету. Пост по контролю за законностью происхождения транспортировки древесины. И вот, говорит, они тут все собрались. Ой, господи. Тут на этом участке потряхивает, да. До Ингаша. Пост постом. Переезд интересует. Даже 2. Когда сюда шел, тут не помню сколько километров, 2, наверное. Колея стояла на переезде. То было вечером. И не вечер был. Нет. В общем, сейчас без 10:04. Ну, это уже по Красноярскому. Мы же уже в Красноярском крае. Вот сюда, вот до поймы до этой уже колейка была. У нас все красиво. Есть, конечно, вон небольшая. Но это не колейка, это так. Ни о чем. Два переезда здесь и потом еще один. Вон как раз побежала железяка. Уголек потащила на Китай. Да, ну как 3 машины стоит. Разве ж это колейка? Хорошо, еще бы на втором также. Еще бы также на втором быстренько. Ну, не быстренько, но факт, чтобы она такая не была большая. Сейчас и поедем сразу. Не, что-то моргает. Не перестает моргать. Давай, дядька, выключай светло. Скорая пошла. А, все, поднял. О, мы сейчас и поедем. Тридцать 35,6. Пока. Видите? Нифига не сбрасывает. Где ж оно тут сбросит? Когда такое ветруганище, машина ехать не хочет. Пойдем или станем?
делаем ставки. Он такой ушатанный. Потихонечку все его перекуливаются. КамАЗ он впереди с блоками бетонными. Ну, зато с той стороны колейка побольше, чем отсюда. Закрывается. Но мы успели. За мной уже машинка, все. Не буду нигде кушать заезжать, ничего. Мишка ждет. Сегодня будем кушать, дай бог, вроде как дорога-то позволяет, настоящий узбекский плов, сказал. Будет все узбекское, ну, кроме мяса. Ну, там сам расскажет, говорит, рис, масло, на котором будет готовиться, даже морковь, говорит, из Самарканда. Представляете? У меня уже слюнки текут. Пилить еще добро. 50 до Канска. Канска пойти. Там еще километров с 300. Ну, еще так, нормально. Как бы кушать-то и не хочется. После Елены Александровны ж еду. Ну и не буду больше ничего. Сегодня будет на ночь праздник живота. Иногда можно позволить. О, барышня за рулем поехала. Блондинка, как голландская машина пошла. Смотрите, вообще все прекрасно, кроме ветра. Канск по объездной проходил, там гаишники стояли под мостом. Объездная. Снега нету, ну еще не это, особо таять не начало. В Канске вообще, кстати, 0 был градусов. Сейчас вот за городом -2. Прошел без проблем, потихоньку. Не намного медленнее, чем через город. Ну, как я сейчас ее подровняли, так тут единственное, вот тут на выезде сюда, вот как выезжаешь уже на асфальт. Здесь, да, там эти ямы, этот поворот. Ну, страшно. Так, по времени у нас сейчас сколько время? 13 плюс 4, полшестого. Да? Да, 17:30, все правильно, полшестого. Ну, в общем-то, как, пока идем по графику, мы так примерно с Мишей на 10 вечера договор, ну, ориентировочно часам к 10, если все нормально. Так что пока все идет по плану. Дай бог так и будет.
еще часа 4 где-то вот езды. Нормуль. Еще бы ветер был. Хотя бы в спину дул. Мне же зараза. В харю. Ну ладно. Бог с ним, с ветром. Главное, сухо. Прикиньте, сейчас вот еду тут, я не помню, куда тут поворот. И голос в рацию. Парни, блин, помогите, кто... Маршик в канале. Тут переодеться. Кто не боится вымазаться. Чего, начальник? Блин. Короче, остановился рядом со мной, там, ну, Америка стоит. Старенькая такая уже. Короче, там у парняги этот. Так. Сейчас я переоденусь, потом расскажу. GoPro. Вот. Глушитель прогорел, там что-то, ну, дырка такая-то. В общем, надо было хомут, ну, натянуть там хомут. Зажать, фишка не в этом. Нашли, кстати, вот так, ну, зажать не получилось, он одиночка стоит, пошли у него проволоки взяли. Делов там на 5 минут. Все, фишка вся не в этом. Я к нему подхожу, а он руку в гипсе держит, правую. Я говорю, не понял, что случилось. Прикиньте, вот, ну, Канская объездная, сколько здесь? Километров 50 от нее. Остановился, говорит, пошел водички набрать. Одну, говорит, 5-литровик набрал. Второй. Только, говорит, нога поехала. Я, говорит, и чмякнулся. Ну, говорит, так вроде, говорит, мягко упал, все. Раз тут в машину прихожу, у него Америка там это на кочерге, все, говорит, блин, ехать. А, говорит, рука пухнет, болит. Ну, тут на повороте до кафешки доехал. Пошел там к этой, ну, к девчонке там, что работает. Вызвали они ему такси и поехал в Канск. В больничку. У него перелом. Ему вообще в Барнаул ехать. Таксист попался, вызвал таксиста. Короче, он его туда привез. А как ты назад? Он говорит, хрен его знает. Короче, он говорит, я, говорит, мне все процедуры закончили, смотрю, выхожу, говорю, смотрю, таксист стоит. Ну, где-то там минут через 40 подъехал. Ну, он сказал, что подъеду. Привез его назад. Девчонка это, говорит, суп будешь? Первое будешь, он говорит, покушаю. Сколько денег? Нисколько. Короче, это... Вот, представьте, такая фигня. Ну, говорит, и мне сейчас, говорит, до Красноярска дотянуть. Там, говорит, буду делать. Ну, у него там вот такая дырка. Ну, там у них идет выхлопная здесь с правой стороны. И вот такая вот дыра. Он у него там... А хомут есть. Только он раздвинулся. Мы его натянули. Ну, и потом взяли проволоку. Хотя бы стянуть, чтобы он хотя бы доехал. Готов, говорит, плавит, говорит, уже. Ну, представьте, весь жар выходит. В общем, вот так. Я говорю, вот, знал бы, где упадешь, соломку подстелил бы. Офигеть можно. Так. Рабочие свои прячу. Аккуратно. Ну, он поехал уже. Может, сейчас догоним. Говорит, еду 60, говорит. Быстрее не поеду, чтобы этот хомут. Мы его там закрепили, нормально затянули. Проволока такая крепкая, все. Что-то мое полотенце высохло уже. Можно уже убирать. Вот так вот, на ровном месте. Пошел, говорит, сходил, говорит, за хлебушком, пошел за водичкой. Да? Знал бы, где упадешь, соломку подстелил бы. Ох, ладно, я уже раз остановился, так уже заодно и себе фары помыл. Потому что тут сушка моя высыхала уже все. Фары помыл, что сейчас уже стемнеет. Так что вот так бывает. Берегите себя.
включаем противотуманки. Ближний свет, отказ справа. Знаю я. Все, поехали. Сейчас, может, догоним коллегу. У меня воды в этом в моей поливалке хватило только на передний номер, на эти и на рожки и на фары. Ладно, уже эти фонари на тягаче завтра помоем. Лень было воду еще туда заливать. Уже как бы это сосает, а пилить еще прилично. Да, Миши, часа 3 с копейками, наверное. Мафиоза там расстроился. А как так? А он сейчас в этом, в Абакане. Как так-то ты без меня будешь плов? Я уже, что тебе мешает? Приезжай. А мне только завтра грузиться. Ну, извини. Короче, он там немножко на меня это кинжал точит. Обиделся. Но я тоже тут. Сейчас до Новопятницкого доедем, я вам расскажу. А лаверды тут ему сделал одно. Он же это, когда я сюда ехал, снега-то нашаманил. Ну вот, прилетела ему ответка. Сейчас доедем до Новопятницкого. Как бы на месте я вам расскажу. А, вспомнил еще, что хотел сказать. Представляете, сейчас вот, да, коллеги, у него Америка на кочерге. Рука сломана. Говорю, как передачи-то переключать? Ну вот, говорит, так. Кто мне сказал, там до 10-й. Я же не знаю, сколько там передач. Говорит, вот 60 еду, чтобы, говорит, постоянно не дергать. Вот, говорит, одной рукой, говорит, вот переключаю, и руль держу, и переключаю. Представьте, как ему ехать. А ему до Барнаула, он сам вообще с Барнаула, ему в Барнаул ехать. Я говорю, офигеть. Вот так вот. Какая с ним жесткая произошла неприятность. Ага, вот Новопятницкая. Ну так вот. Ну вы же помните, когда сюда ехал, да, тут не доезжая Новопятницкого, тут один подъем пришлось посушить. Ну и этот мафиоза самый главный говорит, это я, говорит, в бубен настучал. Тебе, говорит, снега наслал. Я говорю, ну ладно, ну. Жди ответку, про себя подумал. И тут я ему как-то в приватной беседе говорю, есть у меня, говорю, мыслишка скинуть, говорю, координаты твоего 5-звездочного коттеджа здесь, в Новопятницком. Мир же не без добрых людей. Ну, может, найдется добрый человек, хороший. Говорю, там подпалит тебе это дело. Ой, Алексей Николаевич, прости, пожалуйста, грешного, говорит, вот не подумал, как я, говорит, могу загладить свою вину, как я могу откупиться от тебя, сколько тебе, говорит, денег надо, как в том фильме, говорит, деньги, говорю, у меня есть, что я могу сделать, чтобы ты этого не делал? Я говорю, Александр, а вот слабо, говорю, асфальт поцеловать. Говорю, ты целуешь асфальт,
Я не выкидываю координаты твоего пятизвездочного отеля. Вуаля! Тринадцатое марта. Вон там Красноярский край. На дороге лед галимый. А вот тут Хакасия. Стоим, ждем. Такая дорожка. Каток. Ну вот и добрался я до Хакасии. Представляете, после вырвался из снежного плена. И вот этот сухой и чистый асфальт. Сухой и чистый. Как же это приятно. Как же поймут меня сейчас все дальнобойщики. Да и не только дальнобойщики, все водители. Как приятно ехать по сухому, чистому асфальту. Родненький мой, пойдем. Я тебя даже поцелую. Вот он. Вот он наш асфальтик чистенький. Вот он. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Командовать парадом буду я. Ну и как вам? Мне понравилось. А вот, наверное, и наш коллега. Сейчас я посмотрю, Америка там или нет. Похоже, да. Ну что, коллега, не останавливался, не смотрел, держится там то, что нам с тобой нахимичили. Проехали горочку, спустились, на которой висел. То есть по зеркалам не могу понять, Америка впереди, не Америка. Едет как он собирался, потихоньку. Давайте пойдем, да, это он. А нет, нет. Нет, это не он, извиняюсь. Пардон.
10. Не, мы туда ночевать, конечно, не едем. Мы тут сейчас с Андреем Ивановичем пересекемся. Через 300 метров держитесь правее. Видел я эту Америку, парня этого. На Медвежьем угле он стоял. Я поздно, во-первых, заметил, во-вторых, уже не стал ни кричать, ничего, потому что, ну, говорю, рация у меня вон до обочины-то тянет, дальше не тянет. Ну, раз он туда доехал, значит, все нормально. Так, Андрей Иванович говорит, заезжай на стоянку. А где стоянка? А, вот, автостоянка. А, он там, наверное, у них там вот сервис, он с правой стороны, Volvo. А, вон вижу. Тут, говорит, всегда места есть, все. Добрый. Дружище, я сейчас к нему на 15 минут, и мы поедем. Вот рядом вставай, тут никому не будет мешаться. Добро, добро. Разворот там, где это разрешено. Вот, сейчас мы тут... Да, тут смотрите, какая тут территория. О, буду знать. Не, ну как бы... Я-то до Миши езжу теперь. Мне там нравится. Ну, как бы вот, кому надо, имейте в виду. Территория огромная, стоянка большая, чищенная, все. На следующем повороте поверните направо. Андрей Иванович, не 701 дорога, уже 702 дороги. Он куда-то сейчас грузиться тут собирается. Куда Марат телят не гонял. О! Здрасте! Сейчас я выйду. Я выйду, да, потому что надо ноги размять немного. Постояли, 15 минут поговорили, говорю, все, погнал я, Андрей Иванович. А то, говорю, желудок к позвоночнику прилип. Андрей Иванович, ну давай, уже 702-ю дорогу покоряй. Куда ты там сейчас поедешь? В какие Чигиря? Я сейчас завтра гружусь и на Озерный. Мне сейчас направо, тебе налево. Ты понял, как выезжать, да? Можешь налево повернуть, еще раз налево и на ту дорогу выйдешь. А, то есть сюда на Бизну не надо выходить? Нет, вот поворачивай налево, потом сразу налево и все, и туда на Начинск выйдешь. Там направо повернешь. Все, понял. Давай, Андрей Иванович, удачной дороги, рад был видеть. Спасибо. Давай, взаимно, Алексей Николаевич, давай, удачи. Аккуратней, будь здоров. Фоточка плова пришлю. На следующем повороте поверните налево. Спасибо. Вот тебе еще налево. Следующий поворот направо, там уже поймешь. Все, давай, счастливо. А Андрей Иванович у нас, оказывается, в Узбекистане родился. Я говорю, поехали со мной. Ну, как сказал про плов, он говорит, ё-моё. Я говорю, поехали со мной. Ай, мне, говорит, не туда. Все, без 20, 10. Ну, чуть-чуть я задерживаюсь.
10 приеду там, ну, начало 11-го. Да, Миши. Но не заехать к Андрею Ивановичу я просто не мог. А он, короче, поедет в Красноярск сейчас, грузиться тут. Куда-то там. А, на Озерный, это куда-то на север Бурятии. Ну, он сейчас, говорит, на фирму поеду. Там. Ну, разрешили переночевать. Здесь, в Красноярске. Ну все, точно. Ну, вот буду знать, так что имейте в виду. Оказывается, не только, ну, говорит, здесь и удобство нормальное, и все. Что-то я про кафе не спросил, потом узнаю. Потому что сейчас вот я регион проезжал, на регионе все, мест нет уже, все битком забито. Все, полетели. Ах, у меня уже, говоришь, аж этот. Прикиньте, день не ел. Вот с утра только позавтракал и все. Вот. Елена Александровна. Какое-то как место заколдованное. Опять приехал, опять снег идет. Или это не Миша? А нет, Миша. Я постоянно путаю. Пару раз и пролетал даже мимо. Так, нормально. Сейчас мы сюда задом затолкаем. Завтра было нам удобнее выезжать. В принципе, фиг с ним, со снегом. Мы на сегодня уже... Юра, это ты что ли? Мы уже на сегодня отработали. Ну, Юра. Это я, Юра, да. Да, а что ты так это потихоньку? Тяжело же. Ну я, некуда мне спешить-то, блядь. Так, сейчас только здесь Там хуй... немножко Ну, не блядь, очень там удобно. Салют, не салют, блядь. Мозгоёбы, блядь. Ты куда далеко идешь? К себе везу. А я тебя слышал там еще на Бачевске, когда вы собирались обедать, где я стоял на этом. Стекла протирал уже, блядь. Да выебывался, что не видать нихуя через стекла. Ну и все. Хорош. Видите, какой снегопад? Офигеть. Наконец-то. Ну, представьте. День не ел. Говорит, правда, ни один голодный еще не это. Сами знаете чего. Ой. Все. Зашториваемся. Это я потом тут всю свою трихомудию разберу. Пошли. Все, мана, отдыхай.
А, вон наш гостеприимный хозяин. Да у тебя какое-то место тут заколдованное, Миш. Как к тебе подъезжаешь, всегда снег Когда начинается. на связи были, вот тогда солнышко, такое тепло, сухо было. Здравствуй, дорогой. Добро пожаловать. Только после тебя. Не-не-не. Не? Ну ладно. Наливай чайханчик чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится она. На востоке, на востоке. Что за небо без луны? На востоке, на востоке. Что за жизнь без чайханы? Что за жизнь без чайханы? Пиала идет по кругу, аксакалы смотрят в мир. Рады гостю, рады другу, здесь застолье, но не пир. На востоке, на востоке. Что за небо без луны? На востоке, на востоке. Что за жизнь без чайханы? Что за жизнь без чайханы? Хоть бывает здесь и тесно, чайхана, ты чудо-рай. Чтобы песня стала песней, вместе с нами напевай. Чай, 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 чай.